Даже элементарное ТО бьет по кошельку. Более валкая, плавная, за счет этого комфортная и мягкая. И по сути дела это Меган 3. Я не боюсь вот сейчас перестроиться, ее обогнать, есть уверенность. И вот многие воспринимают ее за новый автомобиль. Он уже с пробегом 400 плюс, то, конечно же, и не стоит рассчитывать, что он еще у вас набегает. У нее достаточно мягкие пружинные амортизаторы. Запросы не сильно искушенного человека она удовлетворит. Вася уже сбитый из машины выйдет, чтобы вас поторопить. Приветствую, ребят, вы на канале Юра. Сегодня видео будет больше философского разговорного формата, как будто мы с вами вот здесь на парковке встретились, чтобы поговорить про эту машину и про автомобили в целом. Надежность, экономичность и относительно низкая стоимость эксплуатации – это три главных фактора повседневной рабочей лошадки. И именно сейчас, в это время, это самая актуальная тема, потому что когда запчасти дорожают 2,5–3,5 раза, а то и более, потому что на более популярные автомобили цены не так подскочили, на более редкие экземпляры под заказ, где нужно долго ждать, цены там до 4–5 раз поднялись. И стоимость эксплуатации автомобиля выросла, я уже сказал, 3,5 раза. И это наиболее актуально сейчас, потому что даже элементарное ТО бьет по кошельку очень многим. Даже если покупать автомобиль от 10 до 20, как у нас актуально, до 25 лет, и якобы за недорого, но доводить его до ума, вы теряете время, самое главное. И, разумеется, деньги. Вы восстанавливаете автомобиль, чтобы потом на нем ездить. И все узлы, агрегаты, многие изношенные, и они технологически сложные. В том плане, что вы все равно тратите время, деньги на машину, вы занимаетесь машиной, вы не ездите на ней, вы ее восстанавливаете, и так все это проходит по кругу. Поэтому нужно ездить на новом автомобиле. Но сколько сейчас стоят новые машины, это просто караул. Поэтому нужно ездить на максимально новом, технологически простом, чтобы не тратиться на обслуживание всех технологических понтов и новых плюшек. Простой, надежный именно на ТО, на масла, фильтра, максимум колодки, и все на этом. Именно сегодня у нас такой автомобиль Renault Fluence. Renault Fluence вышел в 2009 году, рест был в 2012, наша арестовая машина, кто разбирается, тут заметил. И ушли они в конце 2016 года с конвейера, построены на платформе Renault Nissan C. И по сути дела это Меган 3, они на одной платформе построены, третий Меган. Автомобиль производился в России, в Турции, в Малайзии, в Индии, в Южной Корее, то есть так немало он попутешествовал. У нас таких автомобилей сразу по цене продавалось всего 12 штук в Беларуси, не так много, но от 6 тысяч долларов до 11,5. То есть цена не так особо и кусается, потому что если покупать машину 2014 года, 8 лет автомобилю, внешне ничего не скажешь, что автомобиль как-то устарел, плохо выглядит, не актуально, не современно, нет. Все же достойно, да, здесь нету сверхдизайна, это не премиальная немецкая тройка, это не автомобиль F-класса, там на пневме, все. Но для своего класса и для своей цены, и для своей задачи изначально заводской, он выглядит достойно, как положено, так скажем. И на фоне конкурентов цена – это тоже сильный аргумент на фоне, потому что если брать другие автомобили C-класса, то все же немцы будут подороже, другие французы более все равно технологически сложнее в каком-то плане. Пишите свое мнение в комментариях, я не говорю, что я последняя инстанция. По кузову сильная черта этого автомобиля – это кузов, потому что здесь нету никаких серьезных очагов коррозии, машине 8 лет. Да, есть сколы на кромке лобаша, это стандартная схема. По капоту нигде здесь нету таких уже серьезных проблем, жуки не лезут. Есть проблема кузова, то что двери затирают задние стойки, но это проблема этих машин. А так, по кузову, я думаю, 10–11 лет они не будут беспокоить. Ну и вообще, Renault, как правило, и не славится склонностью к коррозии, поэтому это сильная черта от автомобиля. Я всегда говорю, то, что есть кузов, есть автомобиль, нет кузова, нет автомобиля, это груда запчастей. И в этой категории автомобиль получает жирнейший плюс, потому что это его одна из основных черт. Он не склонен к коррозии, он смотрится, выглядит молодцом, нигде никаких серьезных косяков не вылезает. И я думаю, что, вот, как я сказал, 10
10-11 лет не побеспокоит. И еще отдельный плюс с точки зрения его дизайна, то что вот многие люди, кто ездит на Логанах, на Поло, на Солярисах, на новом Б-классе, все искренне думают, что эта машина новая, то есть 19-20 года, вот так. И все искренне удивляются, что машина 2014 года, она не устарела так внешне, она смотрится еще достойно. Не олдскульно, и вот многие воспринимают ее за новый автомобиль. Ходовая, также жирный плюс этого автомобиля, потому что она не огорчит ожидания нашего человека. Спереди Макферсон, а сзади балка. Все, зачет. Поэтому, несмотря на то, что физически она жесткая сама по себе по конструкции, но у нее достаточно мягкие пружины и амортизаторы, потом машина не зубодробильная на дорогах, достаточно комфортная. Пробег у нее 166 тысяч километров. Мартеры ходят по заявлениям завода-изготовителя 100-150 тысяч километров. 120-150, вот так. Но здесь все амортизаторы пружины родные. Машина не часто ездит по трассе, в основном по городу, поэтому все зависит, как я всегда говорю, от эксплуатации. Потому что по городу 40-60 км в час меньше нагрузки, потому что на скорости на трассе, особенно сейчас трассы с ямами такими конкретными, что можно влететь на всю переднюю ходовую, больше нагрузка, в городе меньше, видимо, поэтому еще она так счастливо и ходит, эти 166 свои почти 170 тысяч на родных мартерах. Но от старости, да, там пыльники, отбойники могут засохнуть, теоретически треснуть. Я помню, у меня на первой машине тоже треснули, мартер был живой, а пыльник с отбойниками треснули. Но суть в чем? То, что пыльник подходит от ВАЗ-2110. Ставит, он подходит идеально. По заявлениям владельцев на форумах посидел, почитал, отбойник подходит от девятки. Ну, аналог 2108, но мне больше нравится девятка. Девяточный отбойник, десяточный пыльник. То есть на этом тоже можно сэкономить. Принимая во внимание цену автомобиля, техническую его составляющую, да и в целом класс, не сказать, что здесь за эти деньги уже такой серьезный просчет в дизайне задней части автомобиля. Да, можно докопаться к чему угодно, что обтекаемое слишком, закругленные формы, фонари, может, не той формы, там кому-то не пойдет. Но опять же на вкус и цвет. Но в целом машина смотрится идеально. Багажник у него достаточно большой для C-класса, практически багажник D-класса. Но уже кому нужно, можете сделать замеры. Я не заморачиваюсь, не запоминаю, сколько в литрах сам багажник. Преимущество, опять же, перед этими новыми автомобилями. Сколько я снимал бюджетный сегмент Renault, ну, те же Логаны, опять же, Дастеры, Каптеры, все равно здесь даже звук закрытия багажника приятнее. Единственная деталь, которая здесь заменена, это задний бампер. Не потому, что он на блеск, краска отлетела, там шелушится, нет. Потому что у автомобиля изначально не было парктроников. Был куплен бампер с выемками под парктроники, заменен блок управления. И у автомобиля валя и парктроники появились. Потому что это важная вещь в современном мире. Да, это мелочь, казалось бы, но очень важная мелочь, которая мне лично очень симпатичная. Я уже привык, я не представляю своей езды без парктроников, попросту говоря. Камера заднего вида круче, вы скажете, да, но я уже снимал и Фокус, и Кашкай, да много разных машин, где были камеры заднего вида, и везде завод-изготовитель пишет по рекомендации по эксплуатации, что не доверяйте камере заднего вида, перепроверяйте сами. По сути, зачем она нужна, если ее нужно перепроверять? И иногда, и часто, когда я снимал и парковал машину, часто она не считывает, и машина несется в другой припаркованный автомобиль. Я тормаживался, отъезжал заново и заезжал. И машина не всегда ровно заедет именно на парковочное место. И разделительная полоса была либо по краям, либо посередине автомобиля. То есть полностью доверять ей тоже нельзя. Единственное преимущество, как я уже упоминал в некоторых видео, то что она просто считает, залезет туда автомобиль или нет, стоит туда тесниться или нет. Снимал автомобиль, не буду говорить какой, чуть в свою машину не заехал, там с 5-й или 6-й попытки. Эти дубли я снимал по 8-10 раз, чтобы показать, что машина сама заезжает. Поэтому, ну, баловство, да, и на практике это все сводится к нулю, потому что когда вы стоите там, Вася сигналит, да что ты тормоз, давай быстрее, блин, а вы пока заведете камеру заднего вида, автопарковка на с первого раза сама не заезжает, вы выезжаете снова по второй, по третьей попытке, Вася уже сбитый из машины выйдет, чтобы вас поторопить.
По движкам были 1.5, 1.6 дизеля, 1.6 2.0 бензин. Бензин был только на дорестах, на рестах его уже не устанавливали. По 1.5 дизелю К9К хороший надежный двигатель, очень популярный у нас. Я его снимал и на Дастере, и на Талисмане, и на Каджаре. Он уже на канале засветился. Ничего плохого про него не скажешь. Единственное, все, конечно, зависит от пробега. Если он уже с пробегом 400 плюс, то, конечно же, и не стоит рассчитывать, что он еще у вас набегает. Хотя всякое бывает, все зависит от эксплуатации, часто замены масла и качестве его, от охлаждайки, короче, от нормального технического обслуживания напрямую все зависит. Но и, разумеется, от пробега. Чем больше пробег, тем меньше его остаточный ресурс, соответственно, меньше вы будете им гордиться и хвалиться. Поэтому многие таки жалуются, что сыплятся, долго они не ходят. Ходят у всех по-разному, все зависит от владельца. По 1.6 R9M. ЕГР ресажевый, стандартные дизельные проблемы, теплообменник выходил из строя и к 200 тысячам растяжение цепи ГРМ. Ничего криминального, все вполне естественно, но все же 1.5 будет понадежнее, попроще и самое главное, он более массовый у нас. Лучше все же с 1.5 искать такую машину. И вообще в целом Рено. По мне, мне 1.5 более симпатичен. Давайте спорить в комментариях. 2-литровый атмосферник М4R, который был на доресте. Атмосферная, не имеет таких уже откровенных болячек. Цепь растягивалась к 200 тысячам. Масложоры, опять же, все зависит от эксплуатации, от частой замены масла, от качества масла. Так, повальных проблем таких уже по масложору не было. Некоторые люди писали то, что падение мощности в жару. Датчик температуры воздуха глючил, все был тому виной, поэтому из-за него все происходило. Но это я не вычитал так массово у каждого владельца. Все, видимо, действительно индивидуально. И он не такой расходник, чтобы постоянно ломаться. Но такая проблема была все же. Кто владел такими автомобилями с такими двигателями, отпишите, пожалуйста, в комментах. Может быть, кому-нибудь и поможем, и дадим решение такого вопроса. А так, мелкие поломки, как у любого двигателя, там свечи, катушки поменяйте когда-то, опора двигателя, течи сальников каких-нибудь. Хороший, надежный двигатель. Ну и 1.6, 16-клапанный наш К4М. 110 лошадей при 6000 оборотов, 151 ньютон-метр крутящего, 4250. Почему так поздно? Потому что 79,5, 85... Давай отсюда. Почему так поздновато? Потому что 79,5 поршень, хватило 85. Не такое большое соотношение, поэтому крутящий максимальный полка момента сдвигается подальше. Многие говорят, нафига ты это говоришь, кому нужен ход? Именно этот параметр, ребят, вам и помогает в этом психологическом восприятии скорости, что машина у вас рвет снизу, резкий старт. Многие турбина, да, дает в свое время нужное ускорение и ровную полку момента, но физику не обыграешь, и длинный ход поршня и дает вам то чувство резкости автомобиля и резкого старта. И опять же, чем больше ход поршня, длина хода его, тем раньше начинается полка крутящего момента, максимально крутящего момента. Степень сжатия 9,8, поэтому многие грешат, сюда заливают 92-й. И все в порядке, никто не жалуется, в этом плане экономит. Но лучше все равно, конечно, 95-й хороший сюда лить. Блок чугун, фазорегулятор на впускном валу, ременной привод ГРМ. ГРМ меняется раз в 60 тысяч километров, по факту уходит он и дольше, но лучше раз в 60 менять. Фазорегулятор трещит на 100-120 тысячах, на 90 тысячах его уже поменяли здесь. Все с ним в порядке, и по регламенту дальше его нужно менять раз в 2 замены ГРМ, то есть раз в 120 тысяч. По остальному, течи какого-нибудь сальника, течи антифриза, возможно, мелкие проблемы, опоры двигателя, то есть ничего серьезного, там свечи, катушки, опять же, когда-то поменяете с возрастом, пробегом. Ничего не беспокоит, хороший движок, на практике не ход и 400, и 500. Хороший надежный движок, который вас не запарит. Да, он не технологически сложный, но простой и надежный. По карабасам механика, как у нас. На доресте был 4-ступенчатый автомат. Я на Дастере, на Каптере, по-моему, упоминал.
Он неплохо надежен, но не экономичен ни черта. Плюс при переключениях обороты падают на 800-900 оборотов. И вы постоянно, ну как на турбине, на жестком турболаге, вы снова на каждой передаче разгоняетесь по новой. То есть некомфортная, неприятная езда получается. Хотя претензий как к таковому автомату нет. В рейсе уже шел вариатор. Джатка не отличается сверхнадежностью, но уже многие научились его за относительно небольшие деньги оживлять, приводить жизнь снова. Но все же палка надежнее, да, рассчитывайте, что когда-то сцепление необходимо поменять, хотя двигатель не такой мощный, и сцепление здесь будет ходить тоже очень долго. Если вы живете в городе-миллионнике, вам принципиален автомат. Автомат в нашем отношении не в плане автоматическая коробка, а в плане 2 педали в салоне. А под автоматом понимается и автомат, и робот, и вариатор. Если вам нужно принципиально 2 педали, здесь вариатор Джатка, то сначала найдите ремонтника грамотного, который этими вариаторами занимается и их знает и понимает. Потому что сейчас очень много общаешься с людьми, с владельцами другими. Часто ремонты возникают еще из-за криворукости других ремонтников. И ты снова гонишь машину на СТО к другим уже, чтобы устранить недостатки и ошибки, допущенные предыдущим. Поэтому нужно сначала подойти именно к ремонту этого дорогостоящего и не сильно простого узла. По салону не самая богатая комплектация у нас, но необходимый минимум есть. Задние стеклоподъемники на веслах, то, что больше всего раздражает сейчас. Не самые, конечно, топовые материалы, скрипы вы будете слышать, но за такую сумму автомобиль такого класса не стоит докапываться. В любом плане, да, он будет не самый дорогой. Но очень мягкое сиденье. Хоть формы ярко выраженной боковой поддержки, ломающейся спинки нету этого, но она очень мягкое сиденье. И не сидишь как на самой дешевой вот B-классе, либо даже C-класс, где деревянное сиденье, и просто проезжая яму, такой удар по спине не получаешь, что просто караул. Есть подогревы сидений. Классический кондиционер с подогревом зеркал и заднего стекла. AUX, USB вход. Парктроники установлены дополнительные, как я уже сказал. Заменен блок управления. И на приборку уже парктроники вводятся, они работают. Все как положено, это не муляжи. По приборке я уже привык к Renault. На Каджаре, на Талисмане тоже можно выбирать дизайн. Здесь тоже калькулятором все это. Там можно было выбирать режимы классическая стрелка, либо вот как калькулятор, либо уже спорт режим, там тахометр, обороты показывает, и уже по краю скорость нарастает. То есть каждый может выбрать, что ему больше по душе. По интерьеру нет таких нестандартных идей своих смелых, но и не так скучно, как у Дастера приборка выглядит, там у Логана того же. Эта полоса должна быть серебристой, но здесь нет ничего серебристого, потом ее в черный затянули, и это, на мой взгляд, да, логично, поэтому так даже лучше выглядит. По косякам, что люди жаловались, да, там многим шумка не нравится, кто-то скрип где-то заметил, каждый по-своему с ним борется. Глючила музыка, то, что бывало не читала диски, но глюки по электрике возникали, и так особо жестких таких недостатков не выявлено. Места над головой предостаточно, сиденье можно подогнать под себя, можно вообще на пол опуститься. То есть по пространству не сказать, что здесь тесно. Отличительная черта: 166 тысяч километров, хром не стерт, на ручнике тоже все блестит, все красиво. Потому что на Datsun Undo там не хромировано, там серебрянка и все закрашено, на 15-20 тысячах уже все стерлось. Руль тоже затирается, это видно по текстуре руля, но для 160 еще неплохо все выглядит. Сзади огорчают, конечно, весла уже, хотелось бы электростеклоподъемник. Простой, хороший, надежный автомобиль. Что здесь хотеть? Диван мягкий, чуть-чуть жестче передних кресел, но достаточно мягкий. Жесткий подголовник, так вот чувствительно. Передний так чуть помягче был, здесь так пожестче. Нету подлокотника, то, что огорчает. Место над головой есть, но если здесь так сидеть,
выронишься, как на кресле ортопедическом, то крыша вас расчешет, надо немного ниже сесть. Пространства хватает до переднего сидения, место есть. Я не в тесноте и дискомфорта здесь не чувствую. То есть нормально, за такие деньги хороший нормальный салон автомобиля. В любом плане, в новых Логанах, Дастере за те деньги, которые они сейчас стоят, вы большего не получите, а заплатите в 2 раза больше, то и больше. Поэтому все равно это плюс этой машины. Потому что ключевой фактор – это всегда цена. Здесь заглушка для круиза, классическое расположение у Renault. Можно купить кнопку, установить сюда, это не проблема, если заморочиться. Управление кондеем тоже можно убрать, поставить климат-контроль. Машину можно по комплектации доработать. Ну, разумеется, для круиза необходимо еще и руль поменять. Но плюс еще этого двигателя то, что не сильно шумная его работа. Шумка пускай не на высоте, но и двигатель не грохочет сильно. Здесь не будет под покрышек свист стартуя, но достаточно машина бодрая. И сидишь так высоковато, уже как в минивэне. Все-таки клиренс, опять же, плюс для наших людей. Да, мягко через бордюр она здесь перекатилась. Ну, конечно, 170 тысяч километров уже наездила машина. Потому что, если взять там в теории до 30 тысяч, она будет, ну, жестковато, чем сейчас. Уже все равно с пробегом мартеры будут помягче. Но все равно так, при резком нажатии 2-2,5, так до 40 сейчас она взяла. Ну, для города не вяло. Не вяло, да, нету 6 секунд разгон до 107, но 60, я не топлю тапку в пол. По городу она не должна вам доставить уже хлопот, неудобств, и что у вас будет никакой уверенности. Да, есть жесткие прошивки уже для нее. Летом с кондеем, сейчас без кондея едем, будет выше расход и, конечно, динамика похуже. Но все равно, как она до 40-60 пуляет, как она набирает скорость, не сказать, что вам ее там в городе будет крайне не хватать, ее динамики. Конечно, кому что хочется получить, если самое главное, после чего вы на нее пересели. Вот это основной момент. Потому что если водитель не быстрый, размеренный, вот все равно 60-70 на ней можно идти. И спокойно не напрягаясь. Она нормальную скорость эту набирает, волочет машина хорошо. И вот сейчас здесь латки. Тормоза отличные. Латки лежачие полицейские. Да, машина мягкая. Несмотря на то, что Макферсон и балка должна быть жесткая, но подвеска у нее мягкая. И уверенность через лежачий такая есть. Можно не оттормаживаться. Конечно, лучше оттормаживаться, чтобы подвеску себе не разбить. Но она позволяет так бодро переезжать. То есть машина больше городская. До 60 она пуляет хорошо. До 3000 кручу, она не рычит, не визжит. То есть я голос не повышаю, грохота такого нету. Опять же, слышно, что переезжаем. Шумы немного слышны уже от дороги, но тем не менее все на уровне. Все равно класс чувствуется, ребят. Она лучше, чем Б-класс, она не такая жесткая, более плавная, мягкая. Да, здесь нету крутой отделки салона, мощного двигателя, но именно за счет физических параметров своих, за счет своей внешности, она именно за это и выигрывает. Запросы не сильно искушенного человека она удовлетворит. Но тем не менее, до 60-80 я достаточно уверенно разгоняюсь. У меня нет страха такого, не успею, медленно, чуть побыстрее. Все же Веста было помедленнее в свое время, хотя неправильно ее сравнивать. Конечно, это разные машины, но лежачий переехал со скоростью 30 км в час. Мягко, удара такого нету по подвеске. Можно спокойно через лежачее переезжать на 30-40 км. То есть езда без остановки абсолютно. Клиренс позволяет, мягкость подвески, можно маневрировать. То есть в городе это именно городская машина. Ну, для чего они и делались вот с такими двигателями, да, и это больше городская машина. Вот со скоростью 60-80 мало шума в салоне. Шум от арок также не слышен. Достойная шумка. Через лежачие 30 км в час еду.
33 даже ехал, не тормозящий или лежащий переехал. Подвеска достаточно мягкая, удара не происходит. Вот 37 км в час. Спокойно через лежащий перекатилась. На моей машине уже клиренс не позволил бы. Здесь клиренс позволяет, мягкость подвески, маневренность достаточно приемлемая, шумка на уровне и нормальная, достаточная динамика. Достаточная, потому что я не боюсь вот сейчас перестроиться, ее обогнать, есть уверенность. Машина дает тебе уверенность. Я не топлю тапку в пол, она разгоняется до 40 быстро на глазах. Она набрала, насколько это возможно для такого двигателя, для его мощности, крутяшки. Неплохо. Уже 40, то есть, да, с кондеем будет помедленнее, но в городе по пробкам, если вы не собираетесь мериться, тут гонки устраивать, вам его хватит. Если вы не сильно быстрый, искушенный водитель, за глаза вам и хватит автомобиля с его динамикой. И рулежка у него не спит, она, да, не такая острая, как на BMW, но она за вами успевает, она понимает, какой резкий и насколько резкий маневр вы хотите совершить. То есть хорошая, бодрая машина городская, без каких-то там, да, спортивных, либо более комфортных, повышенных требований. Но за свои деньги все же один из самых лучших вариантов, на мой взгляд. Более валкая, плавная, за счет этого комфортная и мягкая, не жесткая. Потому что если сравнить с вагом, допустим, с джетой, джета будет острее по управляемости, тот же гольф, ну там уже и турбодвигатель устанавливается, но даже если 1.6 атмосферный взять, она будет острее по управляемости, но будет жестче ходовая и клиренс поменьше. Но опять же, все зависит от выбора, что вы преследуете. Для семейных людей больше Fluence подойдет, чем, допустим, Jetta. По итогу, все, что я хотел сказать, я сказал, донес. Надеюсь, многим будет полезно и интересно было это видео. Если у вас в жизни есть сверхзадача, и вы не хотите тратить свое время, деньги, внимание свое акцентировать на автомобиле, то это один из очень хороших и привлекательных вариантов, чтобы себе купить людям с такой целью. И действительно, она вас не будет отвлекать от внимания. Ну, разумеется, совсем такого не будет, потому что элементарное обслуживание, там, замена масла, фильтров, таких мелочевки, ну, не мелочевки, а это ответственный момент, но не более того. Здесь нету сверхтехнологичности, которая вам взрывет мозг, и вы будете тратить сверхприбыли свои на обслуживание своего автомобиля. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, подписывайтесь в телегу, мы там общаемся на разные темы, надеюсь, вам понравится. Счастливо!